18 декабря компания Lantu Automobile официально представила свою первую модель Lantu Free в Шэньчжэне. Этот автомобиль позиционируется как внедорожник, который будет выпускаться в двух версиях – исключительно электрической и гибридной с увеличенным запасом хода. У последней максимально возможный пробег на одном заряде составляет вплоть до 860 км по системе NICD. То есть при перерасчете в условиях реального километража запас хода будет меньше. Но в принципе это не умаляет достоинства нового авто, так как его прямые конкуренты, даже с учетом расчета по методике NICD, все равно значительно отстают от Lantu в части дальности хода. На сегодняшний день схожим запасом может похвастаться только Lucid Air. Сообщается, что полностью электрическая версия Lantu Free и электрическая версия Zhongcheng будут запущены одновременно в третьем квартале 2021 года, но точная дата еще не названа. Новость об относительно скором выходе нового ожидаемого электрокара вызвала массу комментариев в сети, что не удивляет. Автолюбители стали активно обсуждать авто и представлять его как одного из основных конкурентов BMW iX, являющимся представителем высокотехнологичных электрокроссоверов с запасом хода в 600 км. Некоторые высказывают мнение о том, что если Lantu Free пойдет на опережение и выйдет раньше BMW, то у него есть все шансы попасть в тройку лидеров какого-нибудь авторитетного рейтинга электро- или гибридных кроссоверов. А теперь познакомимся с новым авто и его производителем поближе. Итак, Lantu – это новый высококлассный энергетический бренд компании Dongfeng Motor, создавший модель Lantu Free на основе специально разработанной интеллектуальной электрической системы управления автомобилем. Во внутреннем функционале Lantu Free есть три больших экрана, занимающих всю центральную консоль. С их помощью в том числе и осуществляется управление электрокроссовером, укомплектованным оборудованием 4 уровня и способным даже распознавать голосовые команды. С их помощью, например, можно задавать температуру в салоне и даже управлять стеклоподъемниками. В общем, водитель данного авто сможет в полной мере почувствовать себя человеком, живущим в век высоких технологий. В комплекте со всеми уже названными наноплюшками автомобиль оснастили сканерами распознавания лиц и отпечатков пальцев. Также в авто доступна пара радаров с 3-мм волнами, 9 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Как обещали создатели, адаптивный круиз-контроль будет работать на любой скорости. Но и это еще не все. Еще в автомобиле есть и системы кругового обзора, автоматической парковки, помощи при вождении, слежения за мертвыми зонами и датчики ночного видения. Последнее способно отслеживать ситуацию на дороге на расстоянии в 150 метров. Кроме того, покупателям китайского кроссовера предложат электрорегулируемый в 12 направлениях передние кресла с функцией памяти, премиальную акустику, систему активного шумоподавления и другое не менее полезное оборудование. В общем, конфигурация активной и пассивной безопасности, а также комфорта в автомобиле очень обширна. Примечательно, что дизайн мордашки авто полностью соответствует ранее выпущенному концептуальному автомобилю iLand. В ее оформлении использовали прямую вертикальную решетку радиатора, сквозные светодиодные дневные ходовые огни, соединенные с фарами с обеих сторон, что выглядит очень узнаваемо. Что касается габаритов, то Lantu Free имеет длину 4905 мм и колесную базу 2955 мм. Передний свес авто слегка укорочен, в то время как задняя подвеска сильно напоминает свес роскошных внедорожников бизнес-класса. В целом, благодаря этому кузов, да и экстерьер в целом смотрится весьма элегантно. Внимание привлекает и большая стойка D, а черная вставка создает ощущение парящей крыши. Сквозные фонари, расположенные в задней части автомобиля, имеют форму пера стрелы,
что также смотрится выигрышно и очень технологично. В завершение хотелось бы сказать, что если рассматривать в первую очередь мощность и габариты Lantu Free, то его основными конкурентами должны стать Viela ES8 и Ideal One. Чисто электрическая и гибридная версия с увеличенным запасом хода почти неминуемо станет оппонентами этих двух моделей. В настоящее время представительный вариант Lantu Free является версией, близкой к массовому производству. После выхода автомобиль вполне может получить достаточно высокие оценки в отношении дизайна, что нельзя сказать о конфигурации, которая по большому счету является стандартной для кроссоверов данного класса. Купить новую модель внедорожника можно будет за сумму, не превышающую 61 тысячу долларов. Но эти сведения лишь приблизительные, ожидаемые прогнозы еще могут поменяться. На этом все. Если данное видео показалось вам интересным, то рекомендуем подписаться на наш канал.